Вот они какие хорошенькие-то. Осенние огурчики. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, садоводы и огородники. В этом видео я вам дам несколько полезных советов по выращиванию огурцов на даче в условиях средней полосы России в поликарбонатной теплице. Сейчас заканчивается август, впереди осень. Нахожусь я в Московской области, и вот сейчас, в этом году, я выращиваю огурцы не совсем обычно. Обычно как происходит? Все мы очень любим получать огурчики пораньше, стараемся уже в конце мая вырастить их в нашем регионе. В июне многие стараются посадить огурцы пораньше, выращивают их через рассаду. Все это, конечно, здорово, но сопряжено с определенными сложностями. То есть нужно вырастить рассаду, нужно защитить эту рассаду после того, как вы ее посадите в грунт от возвратных заморозков, от холодных ночей. Очень часто рассада гибнет. Можно пойти другим путем, можно посадить огурцы немного позже и даже совсем в поздние сроки. Можно, вот как я в этом году посадил огурцы уже в 20-х числах июня, и сейчас в конце августа мы собираем достаточно хорошие урожаи. Я много огурцов в этом году не сажал, потому что нам вполне хватает небольшого количества. У меня здесь вот за спиной буквально 6 или 7 кустов огурцов. Но вот этого вполне хватает, чтобы получать каждый день по 5, 7, 10 огурчиков, а то и больше. Я вам сегодня расскажу основные правила по обработке, защите огурцов от болезней, от вредителей. Подкормим обязательно огурцы, покажу вам формировку. Масса полезных советов будет в сегодняшнем видео, поэтому смотрите до конца, будет интересно. А начну я, конечно, в первую очередь с рассказа, с советов, точнее о том, что почему не получается огурцы у многих начинающих огородников, дачников. Первое, на что нужно обратить внимание перед тем, как вообще приступить к посадке, это выбор посевного материала, выбор сортов, а точнее лучше всего сажать гибриды F1. Вот у нас в Московской области во многих районах не очень благоприятная экологическая ситуация. У нас мало пчел, мало опылителей, особенно в тех поселках, которые расположены близко от крупных городов. Не хватает опылителей, и не всегда получается хороший урожай сортовых огурцов, с тех огурцов, которым нужны пчелы, осы, шмели в качестве опылителей. Поэтому выход здесь очень простой. Сейчас практически каждый производитель семян выпускает линейку гибридов F1. Это те гибриды огурца, которым не нужны пчелы, не нужны осы, вообще никакие опылители не нужны. Каждый цветочек, который завязывается на данных гибридах, он превращается в огурчик. То есть он женского типа цветения. Такие гибриды вы узнаете очень легко. Я вам сейчас покажу один из них, не в качестве рекламы, просто для примера. Например, такой есть гибрид Форсаж F1. На обратной стороне, обратите внимание, здесь написано, что это раннеспелый и, самое главное, это партенокарпический гибрид женского типа цветения. Вот такие огурчики нужно сажать в теплицах для того, чтобы получать хорошие, богатые урожаи с небольшого количества растений, с маленькой площади. Тоже о площади вам расскажу, потому что в теплице у нас площадь ограничена. Как правильно сформировать огурец, чтобы получить максимум урожая, я вам, конечно, сегодня расскажу. Первое, на что нужно обратить внимание перед посадкой огурцов, это выбор посадочного материала. Вторая главная проблема, с которой сталкиваются начинающие огородники, это, конечно, то, что все бы хорошо, растения вроде бы хорошо развиваются, уже начали собирать первые огурчики, и вдруг начинается на листьях какие-то пятна, в общем, появляются
заболеваний на огурцах, и многие просто не знают, что с этим делать. И, конечно, эти заболевания, они часто приводят практически к полной гибели растений, просто их приходится выкорчевывать, и, соответственно, вы не получаете ту отдачу, тот урожай, на который вы рассчитывали. Такое случается очень часто. У меня тоже огурцы болеют, приходится их обрабатывать. Это очень важная часть агротехники, выращивания огурцов, защита от болезней и в том числе от вредителей. Но начну я, пожалуй, с болезней. Конечно, огурчики, которые мы выращиваем в теплицах в небольшом количестве, мы не применяем какие-то сильные химические препараты, по крайней мере, стараемся не применять, потому что у нас это не производство, это не теплицы промышленного назначения, а растения, овощи выращиваем в первую очередь для себя в небольшом количестве. Поэтому мы рассматриваем варианты защиты от болезней, которые безопасны, то есть которые биологического воздействия, биопрепараты. Я уже покажу вам все-таки, вы его прекрасно знаете, этот главный, пожалуй, препарат, который все очень хорошо и очень давно знают, он проверен, это фитоспорин. Прекрасный препарат, который хорошо справляется, особенно в начальной стадии, с заболеваниями, с большинством болезней огурцов. Я не буду сейчас называть эти названия болезней, это никому не нужно. Главное, что нужно знать, что применяем вот такие средства, к примеру, фитоспорин. Они практически не имеют сроков выхода, либо сроки выхода, сроки после обработки до начала сборов очень короткие. На следующий, через 2 дня можно уже собирать огурцы, и не боясь того, что вы отравитесь или получите какие-то химические вредные элементы в организм ваш попадут. Вот такой препарат. Здесь очень все хорошо, подробно расписано. Но об этом, конечно, многие знают препарате, кто давно занимается выращиванием огурцов. Следующий препарат, который также я использую для обработки огурцов и вам советую, так как он практически безопасен для человека, для животных. И срок выхода, то есть срок после обработки до начала сбора, 1-2 дня всего лишь обработали, и через 2 дня можете спокойно собирать огурчики, употреблять их в пищу. Это вот такой препарат Thiavit Jet. В его составе находится коллоидная сера, безопасное вещество. Также хорошо данный препарат борется с болезнями. Он, конечно, не биопрепарат, а посильнее будет, чем фитоспорин. Кроме того, что этот препарат хорошо борется с болезнями на огурцах, он также еще хорошо борется с вредителями, а именно с клещом. Вот очень часто на огурцы нападает клещ паутинный. Он также может погубить растения, очень короткие сроки, потому что плодится он, размножается очень быстро. Так вот, данный препарат, обработка данным препаратом не только защитит от болезней огурцы, но еще и защитит от паутинного клеща. Очень хороший препарат. Рекомендую вам не в качестве рекламы, а просто по собственному опыту. Ну а сейчас я вам покажу формировку огурца в теплице вертикальным способом, на вертикальной шпалере. Этот способ обеспечивает максимальное количество урожая, которое способно дать растение. В данном способе выращивания покажу вам, что нужно удалить или что нужно оставить для того, чтобы растение не загущалось, дало много плодов, соответственно, лучше было освещено, лучше проветривалось и меньше болело. И, конечно, вам покажу простую подкормку, которую я использую на протяжении всего сезона. Подкармливаю я примерно один раз в 10 либо в 14 дней, в 2 недели. Один раз это будет достаточно для того, чтобы обеспечить растение всеми макро- и микроэлементами для хорошего роста, для богатых урожаев. И в этом случае огурчики получаются ровненькими, красивенькими, никаких кривулек, никаких загогулек на плодах не бывает в этом случае. Сейчас я изменю вид камеры и вам все подробно расскажу. Итак, смотрите, что представляет из себя вертикальная формировка, вертикальная шпалера. Вниз в землю у меня воткнута металлическая скоба, к которой привязана вот такая веревочка. Веревочка эта в дальнейшем сверху привязана
горизонтальной проволоки, которая у меня проходит под крышей теплицы. То есть получается вот такая вот вертикальная шпалера для огурца. Далее, смотрите, в нижней части примерно до высоты полуметра я удаляю все завязи. Вот смотрите, у меня тут даже вот такой вот огурчик есть засохший, который я не доглядел. Просто растение не хватает сил, чтобы сформировать в этой зоне огурцы, поэтому я рекомендую все завязи удалить. Иначе они просто вот таким образом засыхают. Вот еще смотрите. Вот, но не хватило сил растению, чтобы завязать здесь огурчик. Далее, все, что идет выше, все оставляем. Вот смотрите, вот уже растение, следующий огурчик. Видно, что завязался хорошо. Вот следующая завязь. И так идет выше, выше, выше до самого верха. Теперь смотрите, образуются в пазухах такие вот пасынки идут. Вот они, вот они. На этих пасынках также образуются огурчики. Вот видно. Но если дать им дальше расти, то они постепенно загущают растения, истощают растения, поэтому их лучше всего прищипнуть. Вот таким образом. Видите, у меня здесь пасынок прищипнут. Вот смотрите. Вот следующий также. Какой длины оставлять эти плети боковые? Это уже вы смотрите по расстоянию между посаженными растениями. У меня довольно близко посажено, поэтому я стараюсь вот эти длинные плети не оставлять и прищипывать их после второго, третьего, а в нижней части после первого листа. Вот смотрите, здесь хорошо видно. Вот прищипнута плеть боковая. И здесь уже развиваются молодые огурчики. Растение партенокарпическое, поэтому каждый цветок в будущем превращается в огурчик. Когда растение дорастает до верхней шпалеры, оно начинает свешиваться вниз, вот как это. И в этом случае сильно доводить его до низа я не рекомендую. Примерно как растение доросло до середины основного побега, я его также верхушку прищипываю. В этом случае растение направляет все силы на формирование плодов. Вот вам показываю еще один вариант плети боковой, на которой также сформируется урожай. Видно, что он уже заложен. И вот так вот я прищипнул верхушку. Обязательно прищипывайте боковые побеги. В этом случае растение будет получать свет, будет лучше проветриваться, а в урожае вы только выиграете, потому что будет хорошее развитие огурчиков, на которые есть силы у растения. Если оставлять длинные боковые плети, то растение просто не вытянет вот этот урожай, который будет чрезмерным для растения. Ну а теперь переходим к подкормке огурцов. Уже очень давно я использую для этих целей простую натуральную подкормку, в которой содержится гранулированный птичий помет. Сейчас вы видите уже готовый раствор, готовый настой на гранулах птичьего помета, который продается в любом садовом магазине. Очень хорошая натуральная подкормка, в составе которой преобладает азот. Но помимо азота здесь, конечно, содержится и калий, и фосфор, и микроэлементы, но не в таком большом количестве, не в достаточном количестве, которое нужно сейчас именно для подкормки огурцов, потому что сейчас они меня все-таки плодоносят, нужно достаточно большое количество калия и фосфора. Поэтому эту подкормку я сделаю органоминеральной. В этом ведре 10 литров, и сюда я добавлю столовую ложечку вот такого замечательного удобрения, которое называется монокалий фосфат.
В данном удобрении содержится фосфор и калий в большом количестве. Монокалий-фосфат очень хорошо и быстро растворяется в воде. Это водорастворимое удобрение. Буквально несколько минут помешали, и подкормка готова. Подходит оно не только для огурцов, но и для кабачков, томатов, баклажанов. Также подойдет и для перца. Очень важный момент: перед тем, как подкармливать растения, обязательно полейте почву. Это предотвратит ожог корней, если вы вдруг превысите рекомендованные дозы удобрений. Поэтому перед тем, как подкармливать, поливайте обильно чистой водой, а дальше под каждый огурчик я выливаю примерно 2 литра удобрения. Друзья мои, я надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Если у вас остались вопросы, вы можете написать их в комментариях. Также в комментариях напишите, какие гибриды или сорта огурцов вы выращиваете в вашем регионе. Будет интересно, поделитесь вашим опытом. Всем большое спасибо за просмотр, хороших вам урожаев!